Топ стран для жизни и инвестиций 26-27 год. Меня зовут Артур Васильев, я частный инвестор, и я помогаю людям также инвестировать. Но в первую очередь я свои деньги ставлю на то, что я сейчас говорю. То есть это будет видео о моем опыте, о моей аналитике, по моей аналитике, а не пересказ каких-то блогеров. Это видео, которое будет содержать главные тезисы на ближайшее время. Вы все прекрасно видите, что происходит в арабском мире. Вы прекрасно видите, что происходит в Украине с Россией. Сегодня мы поговорим в контексте Фридмана «Next 100 Years», книги, бестселлер о геополитике и не только. И разберем сегодня буферные зоны и разберем сегодня некоторые направления, которые я считаю недооцененными, хотя перегретыми. И этот термин мой личный, я его нигде не слышал, поэтому усаживайтесь поудобнее, будет полезно. Особенно если вы планируете покупать недвижимость, переезд, то я бы посмотрел это видео. Еще раз повторю, я сейчас живу в Португалии, я резидент Португалии. По факту живу в Португалии где-то уже с года 18-го. Почему? Но официальным постоянным резидентом я стал в 2021 году. Почему с 18-го? Потому что 3 месяца я жил тут, 3 месяца в Украине, 3 месяца тут, 3 в Украине. Ну, то есть полгода в году я жил в Португалии. И я исследовал и страну, и все остальные страны Европы. И принято было решение покупать недвижимость именно здесь. Но сейчас мы поговорим не о Португалии. Португалия, то есть я здесь, моя недвижка здесь. Я готовлюсь на новый пресейл, покупать еще одну недвижку здесь, даже 2 здесь покупать своими деньгами. Соответственно, ну и так понятно, что Португалия это топ. Самая дальняя от всего, чего только можно. Очень такая нейтральная страна, как Швейцария, в принципе, такая своеобразная. Около Швейцарии во Второй мировой она не участвовала в войне. Поэтому португальцы сами очень такие хитрые переговорщики. Поэтому они найдут решение. И они, самое главное, не конфликтные, в них нету агрессии конфликта. То есть вот им не надо там экзистенционально себя защищать, как израильтянам и украинцам. И нету какой-то агрессии, как в других каких-то странах, не буду называть каких. Поэтому Португалию, ладно, уже сказал про Португалию. Хочу начать со страны, с Америки. Это сверхдержава, которая будет сверхдержавой еще какое-то время. А так как сейчас все меняется настолько быстро, что говорить там на 10-15 лет вперед на сегодняшний день это надо быть, наверное, стусом. Вот, как он говорит, не феноменологическим анализом обладать, а цивилизационный анализ. Ну вот, если его слушать, то вот это время смуты, но при этом, при всем, Америка все равно всегда стоит в такой безопасной зоне при всех своих сложностях, проблемах и так далее. Все зависит, конечно же, от президента на момент рассказа о этой стране. Там при одном президенте лучше, при втором президенте хуже, при третьем еще как-то по-другому. Но если посмотреть глобально, то я сейчас присматриваюсь на Америку для покупки недвижимости. Почему? Рынок был перегрет, и в случае, если все-таки мы зайдем в фазу этой рецессии, в фазу кризиса глобального, и если действительно будет так, что рабочие места будут продолжать теряться в таком же процентном соотношении, а подробнее пост о рабочих местах по миру, я сделал разбор очень серьезный у меня в телеграм-канале, переходите, подписывайтесь по ссылке, почитайте, он в закрепе, то, скорее всего, все-таки этот кризис будет. Потому что на сегодняшний день уже там снимают деньги со своих счетов пенсионных люди. В общей сложности около 1000 с чем-то долларов среднее на всю страну с пенсионных фондов сняли на человека. Это огромный показатель, потому что обычно эти фонды никто не трогает. Если уже американцы пошли в свои пенсионные фонды трусить, то значит, не все так классно.
Это все официальная статистика, все есть в интернете в открытом доступе. Но если это все приведет к тому, что недвижка провалится, просядется, это как раз тот момент, когда ее нужно покупать. И больше всего меня удивляют люди, которые говорят: о, будет кризис. Это знаете, кто говорят? Нищие, безграмотные люди. Потому что если бы у них были бы деньги и мозги, то они бы сказали бы: блин, кризис это плохо, но, блин, наконец-то я куплю себе квартиру. Потому что раньше я не мог себе этого позволить. Например, у меня там 100 тысяч или 150 тысяч. Ну, нормального в Америке ты ничего не купишь. Ну, вы понимаете, о чем я говорю там, да? Ну, понятно, в какой-то жопе мира, наверное, купишь. Везде купишь. И в Португалии в жопе мира можно за 40-50 тысяч найти то, что вообще потом непонятно, что с ним делать. Вот. Но для грамотного человека это возможность. То есть кризис – это распродажа. И мы должны с вами четко понимать, вы инвестора, вы активные участники или вы просто фантазеры, которые себе случайно придумали. Секундочку сейчас, чтобы не кричать. Вот в Португалии нет никакого кризиса. Просто хочу вам сказать это, что да, вроде бы о нем все говорят, но его тут нет. Тут люди покупают дорогие машины, поверьте мне, я знаю. У меня свой подбор по машинам, поэтому у меня подбор и проверка машин, и у меня каждую неделю клиенты заказывают проверки машин, и я вижу, что я проверяю. И это мы говорим про иммигрантов. А есть же из постсоветского пространства, а есть иммигранты подороже, побогаче. Короче, Америка. Америка лично для меня это действительно страна с потенциалом, и тут речь идет, конечно же, о правильном выборе объекта, потому что все эти HOA, налоги и много чего, страховки, ну там есть свои нюансы по Америке, сейчас видео не об этом. Нужно знать, какой объект купить, чтобы потом не потерять его там за 20 лет просто на оплату страховок и каких-то налогов. То есть нужно понимать, где ты берешь, зачем ты берешь, какая стратегия. Но, например, лично про себя я говорю, а это видео будет на моем примере, про мои деньги. А вы просто подслушиваете. То есть, если я люблю Майами, у меня там живет брат, у меня дочка она просто фантастически обожает Майами, жена тоже. И если мы там условно сейчас не можем себе купить то, что мы хотим купить там за те же самые 200 тысяч, хотя за 200 тысяч в Майами можно купить квартиру, в Португалии в нормальном районе не купишь, а в Майами можно, Майами это как зона Большого Лиссабона, там вот зона Большого Майами, там от низу там откуда-то американских районов Майами, потом через Майами и даунтаун наверх Авентура, Санни-Айлс, Авентура, во-первых, этот Майами-Бич, понятное дело, потом там Ханадейл и так далее, так далее, так далее. То есть, условно, вот эта зона, там за 200 кусков можно купить нормальную квартиру. Притом она будет, не убогая квартира. А если сейчас будет кризис, распродажа, то, соответственно, может быть, за 150 я что-то куплю. Я мыслю так. Да, и, буду раз в полгода приезжать туда на 2-3 месяца и жить себе там. То есть, почему бы и нет? То есть, при наличии 10-летней визы даже документы никакие не нужны. Кроме визы. Вот. Ты себе ездишь и живешь в своей квартире, в остальное время ты сдаешь помесячно. Помесячно там это практикуется. То есть, ты себе помесячно сдаешь. Так, надеюсь, что вам тут ветра не сильно. Сейчас я уйду в сторону, что какой-то очень сильный ветер начался. Итак, в общем, разобрали Америку. Но я сейчас говорю не только про Америку, но я и не говорю про Централ Парк на Манхэттене. Я говорю про люди в разных живут штатах. Понимаете? Поэтому кому где подходит, где родственники, друзья, знакомые, какое-то комьюнити. Но если, например, у вас есть желание, возможность, то Америка и есть виза или иные документы, то Америку я считаю прям очень топовой локацией при всех своих нюансах.
и дороговизне документов, адвокатов, и медицины, и всего остального. Но я сейчас говорю не о том, чтобы уехать туда на ПМЖ и все бросить и просто там остаться. Я не об этом сейчас говорю. Я сейчас говорю как инвестор с вами. Но, исходя из того, что происходит в мире, предположим, в Европе начинается война. Ну, давайте вот так говорить. Такие вот худшие сценарии. Вот в Европе началась война. Ну, тогда, я, например, не солдат, честно скажу. Ну, то есть на другом фронте, точно не на... То есть я на финансовом фронте, на выборе, на подборе, на инвестициях, там, да, вот это вот мой фронт. Но если мы говорим, как вот много людей таких есть, как я, люди, которые, не хотят никого убивать, и убитыми тоже не хотят быть. Вот. И война это не наша. То есть то, что сейчас происходит везде по миру, я не уверен, что это война людей гражданских, то, что творится в мире. И смотреть все эти политические игры за деньги, нефть, золото, уран, проливы, проходы, это финансовый передел мира кровью обычных людей. Поэтому, что правильно сделать? Если в Европе жопа, тогда лететь там, где нет жопы. То есть Штаты, например. Кто-то может сказать, нет, так можно же полететь тогда и не только в Штаты, можно же полететь тогда и в Чили, может быть и в Чили, но я не знаю Чили, и что мне там делать, я не знаю, честно скажу. В Аргентину, Чили, там много разных слышал идей, предложений, Уругвай, Панама еще может быть, но тоже, например, вот в Штатах я себя чувствую белым человеком, на понятном языке, 0 проблем коммуникации, все понятно для иммигранта, туриста, вообще все понятно. И это прямо кайфово, жить кайфово там, вот честно скажу. Поэтому двигаемся дальше, как одна из стран, которая может вызвать сейчас бурю различных эмоций и комментариев, но я прошу вас об одном одолжении. Если вы не инвестор, если вы не жили там, в тех странах, о которых я сейчас рассказываю, если вы личного опыта не имеете, то в комментарии вы можете написать «благодарю вас», можете подписаться и, например, написать, что у меня на основе других блогеров и новостей сложилось другое представление. Но это не истина в последней инстанции. И у меня тоже не истина в последней инстанции. Но важно понимать, что я езжу туда, я исследую своими деньгами, нанимаю консультацию финансовых консультантов, у адвокатов, у юристов. Мы делаем исследования. Я обучаюсь у Мезина на финансовой грамотности, по инвестированию, по чтению всех этих график ситуаций в мире, для того, чтобы понимать, что происходит. Если вы этого не делаете, а просто у вас есть мнение от какого-то любимого блогера, так и напишите, по-честному, чтобы не было негатива и хейта в комментариях. Запомнили, да? Будьте бусинками. Следующее. Ветер, конечно, харит. Так, следующее. Таиланд. Почему Таиланд? Спрашивает Артур. Почему ты выбрал Таиланд? Ты что, с ума сошел? Там Камбоджа. Смотрите. Там Камбоджа. Я согласен. Но она на севере. Это во-первых. Во-вторых, Таиланд это не... Как вам объяснить? Это даже не Португалия. Это огромная страна, где люди очень мирные. Буддисты в прямом смысле слова. И для того, чтобы тайцы начали воевать, это должно быть что-то очень серьезное. И понятно, что вы сейчас скажете, вот в истории было, я понимаю, но в истории много чего и не было, и случилось. И история повторяется, я с вами тоже согласен. Но диверсификация портфеля для любого инвестора считается правилом. И вот была моя проблема до моей, скажем так, новой фазы моей жизни, да, то есть я на самом-то деле
на пути инвестора с 2014 года всего. Но вот так активно я начал проявляться в этой теме, практиковать, консультировать, помогать подбирать людям объекты. На сегодняшний день, я вам скажу честно, первый раз это говорю, у меня в прошлом месяце закрылось 20 сделок. 20 сделок. Простите, банковский счет показывать не буду, но верьте, не верьте, но я и совместно с моими партнерами по Болгарии, по Таиланду, по Португалии мы закрыли 20 сделок клиентам моим. И все клиенты уже в плюсе. Кто-то из вас может сказать, давайте пройдемте туда, кто-то из вас может сказать, но это пока они в плюсе, там же потом кризис будет. Я скажу, да вы, блин, устали меня. Кризис. Что такое кризис? Это естественная жизнь рынка. То есть там же, где кризис, падение, там же будет рост. Посмотрите на все графики, посмотрите на все кризисы. С момента создания этих бирж и историй за прошлый век и за этот век. Просто посмотрите, изучите все графики, и включая все основные кризисы последних 30 лет, начиная с 2000-х годов, да, то есть вот берите с 2000 по 26, какие были кризисы, и где потом после этих кризисов в течение года, 2-3, потом оказывается недвижка. Что вы мне рассказываете про этот кризис? Вы знаете, как, не знаю, как это, слышу звін, не знаю, де він. То есть вы слышите звон и не знаете, где он, но при этом у вас язык мелет все подряд. Не делайте этого, не показывайте свою глупость. Если вы не понимаете, что такое кризис, лучше молчите. Потому что для миллионов инвесторов кризис – это шанс войти в актив дешевле, купить его дешевле. Понятное дело, когда есть люди, которые заходят на хаях, это хомяки называются. Они заходят на самых-самых хаях, они заходят в активы, которые не дефицитные, они заходят в активы, которых очень много, и у них нет никакого эксклюзива. Ну, какую-то чушь покупают, какой-то Трамп-коин, херню-коин какой-нибудь там, я не знаю, вот в Арабских Эмиратах. Зачем надо было накупаться столько за последнее время? Притом, прекрасно же было видно, что там нагнетается серьезная ситуация. Это же разлом геополитический там находится. Как и в Грузии, так и на Балканах, так и в Прибалтике. Зачем там покупать? Вот у меня есть моя подруга, инвестор Диана, потрясающая, мудрая, молодая, грамотная девушка. Блин, но не по годам умная. Знаю ее уже лет 8. Так вот, она вошла, у нее стратегия есть, она инвестор. Она вошла в Литве, капитализировала новострой, достроила, продала и сделала X2. X2, ребята, за 3 года. Вот, это стратегия. Сейчас она продала и покупает в Португалии вот сейчас. Вот мы сейчас там документы, я сейчас адвоката ей своего давал. То есть, поэтому я ее консультирую, говорю, брать, не брать это, брать, не брать и так далее. То есть, понятно, что не бесплатно, но она сейчас деньги сюда переводит все. То есть, то же самое, я же говорю, вот люди летят в эту Грузию. Зачем вы туда летите? Вы просто посмотрите, там разлом интересов. Геополитический разлом и конфликт интересов. Там интересы России и Америки, и еще чего-то там, и еще и Китая, и арабского мира. Все вперемешку вообще. Поэтому, то есть, понятное дело, те люди, кто туда понасовывал деньги в такие проекты, те, кто не проверял ничего по документам, потом они попали на деньги, и теперь они везде кричат, что все пропало, все ужас, все кошмар, везде там кризис, все там переоценено. Да не переоценено. Просто эти люди поскупились заплатить деньги финансовому консультанту, поскупились заплатить мне buyer's agent, то есть агенту на стороне покупателя.
Они поскупились заплатить юристу и купили скам. Ну, то есть их заскамили. То есть они купили потенциальный скам. Так кто же им виноват, если они жлобились и не проинвестировали в защиту своего капитала? Правило, помните, у Макиавелли? Одно из первых правил – защищайте свои инвестиции. По-моему, у Макиавелли или у банкира, там это какой-то, я не помню, как он называется. Это было, давно читал, еще в 2000-х годах. Вот. И получается, что те люди, кто, например, знают, где можно брать, что можно брать, эксклюзивность объекта, именно не то, что риэлтор рассказал эксклюзивность, а настоящая эксклюзивность объекта, что, например, вот на этой парковке, то есть мы не видим ни одного Майбаха. И если бы вот на этой парковке был бы один Майбах, и произошел бы какая-то ситуация в мире, и пришел бы человек с деньгами, а он не будет покупать вот это Рено. Он ищет какую-то машину типа Майбаха, он ее купит. То есть этот принцип, он и для недвижки тоже работает. И для машин точно так же работает. Поэтому, итак, Таиланд. Таиланд для меня это страна с высочайшим потенциалом. Только на острове Пхукет, по официальной статистике, количество туристов увеличивается на 1 миллион человек в год. За 3 года с 15 до 17,5%, до 17,5 миллионов. Говорят, что в 2026 году 18 миллионов будет туристов по подсчетам уже. 18 миллионов на остров, на один. Уже строят аэропорт второй, потому что один аэропорт просто не пропускает этот поток туристов. И правительство вкладывает кучу денег, чтобы это все, работало, развивалось. И лимитированное количество земли в некоторых районах этого острова. Ограниченное количество земли под застройку. Соответственно, если ты выбираешь правильный объект, вот как я выбрал, и я стал партнером этого проекта, официальным коммерческим и медиапартнером. Даже у них там везде на их ресурсах моя фотография с поздравлением. Да? Почему? Потому что земли мало, качество проекта, инфраструктуры такой мало, все, значит, это оно. То есть, понятно, что не только это. Там надо договора было почитать правильно, надо было составить рассрочку правильно, надо было много чего сделать правильно. Вот, естественно, проанализировать всех соседей, всех потенциальных конкурентов, возможные объекты, лоты земли на продаже, которые могли бы повлиять через 3-5 лет на спад посещения именно этого комплекса. Всю эту работу мы проделали успешно с моей командой юриста и финансового консультанта, и меня лично. И пришли к единогласному решению, что это 100 из 100. Это десятка, четко в десяточку, 10 из 10. Смотрите, следующее что? То есть, итак, у нас вырисовывается Америка, Португалия, для меня лично Таиланд. Я не буду топить сейчас ни за что. Что там про Тайвань сейчас начнете говорить. Давайте так. Все может быть в этом мире уже 100%. Никто не думал, что в 21 веке одна страна может просто нападать на другую страну, потому что ей так захотелось. Поэтому, но есть все равно у меня наблюдение, плюс, еще раз говорю, я слушаю Стуса, читаю Фридмана, и чем больше я уделяю внимания этому, тем больше я понимаю, что Таиланд, скорее всего, он будет достаточно мирный. Но еще раз повторю, в любой момент, когда ты заходишь в объект, вы должны заходить по определенной правильной цене. Если вы заходите по завышенной цене на перегретый рынок, не в ликвидный объект, то вам ничего не поможет, даже если не будет кризиса. То есть это вы же должны это прекрасно понимать. А ну-ка, есть интересная идея, попробовать пойти вот туда, вдоль склонов. А то вдоль океана я все время ходил.
а туда я еще ни разу не ходил. Я себе кроссовочки прикупил, такие Nike обалденные, Пегасусы. Они прямо как будто ты идешь как на воздушной подушке, на такой, ничего, не камешки, ничего, и ноги не устают. Поэтому теперь шаги даются легче еще, комфортнее. Итак, то есть главная мысль инвестиционная, как профессионального инвестора. Если вы зашли в объект, который явно переоценен, не эксклюзивен, на перегретом рынке, не ликвидный уже, низкого качества, без стратегии, то не имеет значения даже будет ли военный конфликт или война или еще какой-то кризис, вы все равно уже потеряли деньги. Вот когда люди ко мне приходят, они говорят: Артур, а ты кто вообще? Я говорю, в плане, ну вот ты риэлтор? Я говорю, ну нет. Ты подборщик? Я говорю, ну да, подборщик, можно так сказать. Но, говорит, а вот почему вот у тебя заказывают, почему мы должны тебе какие-то деньги платить или еще что-то? Я говорю, ну потому что я защищаю интересы своего клиента, чтобы вы не купили какую-то ерунду, которую вам напарят. Потому что рынок этот достаточно сложный, специфичный, и он не так, в нем можно реально попасть. И реально все будут вас смешить, чтобы у вас достать ваши золотые зубы. То есть вот как с машиной было позавчера с клиентом, что клиент пришел без меня, и там такой добрый продавец был, это клиент мне рассказывает, такой клиент был добрый, потрясающий, такой отзывчивый, такой, все такое, прямо душка. Как только пришел я, подборщик, диагност, потому что, я машины еще подбираю тоже в Португалии, потому что это кэшфлоу, потому что это моя экспертиза 22 года, люди ко мне приходят, это не занимает много времени. Вот, и, говорит, когда ты пришел, он, говорит, просто превратился в оборотня какого-то. Так вот, что происходит? По факту с недвижкой тоже люди добрые, пока они не видят. Так, что-то здесь мне не нравится по ветру, но место прикольное, огороды какие-то. Это земля и огороды. Вот. И получается, что приходишь, потом тебя просто все, понятно, забалтывают, забивают тебе баки, торопят тебя. И ты встрял, попал на деньги. Поэтому мы сейчас, когда ко мне приходят, говорят: Артур, так кто ты? Кто ты для нас? Я говорю, я человек, который помогает безопасно войти в инвестицию и потом не жалеть об этом. Вот называйте меня как хотите. Напишите в комментарии, кто это. То есть риэлтор или не риэлтор. Агент, наверное, да. В Америке, например, это называется buyer's agent. Получается, агент на стороне покупателя. Сейчас давайте пройдем, потому что какой-то был поворот не туда. Помните фильм «Поворот не туда»? Но зато вы видите реальное видео одним дублем. И никакой постановы, никакой камеры и никакого телесуфлера. Вот. Итак, напишите, да, или buyer's agent, или вот как вы считаете, кто. Но я говорю так, что я помогаю зайти и не потерять деньги. То есть, а как это называется, уже вторично. То есть некий такой фильтр и безопасность. И нахожу те варианты, в которые сам захожу. Это самое главное. То есть, потому что риэлтора своими деньгами не заходят обычно. То есть, если риэлтор начинает заходить своими деньгами, то это уже не риэлтор. Это уже такой уровень волчара. В хорошем смысле слова. Потому что если приходит ко мне человек, говорит: Артур, купи, пожалуйста, дом у меня. И я вижу, что хорошая цена, я сам выкупаю. Но это тогда уже не просто риэлтор, это риэлтор-инвестор. Инвестор-риэлтор. Вот так. Или уже больше инвестор с функцией риэлтора. Вот. Поэтому двигаемся дальше. Важно правильно выбрать объект. И потом уже, и даже вот смотрите, всегда говорю один и тот же пример. У меня в Киеве еще есть квартира. И на сегодняшний день при всем
звездеце, который происходит там, она все равно держится в цене. Она все равно держится в цене. Как только будет перемирие или закончится война, она вырастет в цене сразу же. Притом, ну, я думаю, процентов на 25 сразу вырастет в цене. О чем это говорит? Это говорит о том, что объект, локация, стратегия решают. Вот запомните просто это. А у меня есть чек-лист, кстати говоря, об этом. Прямо профессиональный, полный чек-лист по инвестированию и покупке недвижимости, который вот без него вы будете покупать, 95% даю, что вы попадете. Если вы будете с этим чек-листом покупать, даже если без меня, даю вам 95%, что вы не попадете. Вот настолько сильный я составил этот чек-лист для вас. Бесплатно у меня там. Но бесплатно он будет лежать недолго. Надо зайти в Инстаграм, ссылочку там оставил внизу, подписаться на Инстаграм и отправить в Директ. Подожди, а я сказал в Инстаграм, не, в Телеграм. Инстаграм. Заговорился что-то я. Вот, я думаю уже об одном, а типа, вот. Поэтому в Инстаграм переходите по ссылочке и отправляете в Директ, типа, чек-лист. Вот, и вам отправят. Итак, следующее. Много говорится про Болгарию. Что Болгарию нападут, на Болгарию то, на Болгарию это. Но и по Фридману, и по многим другим авторам юг Болгарии по факту, ну, практически никого не интересует. Юг Болгарии. Это первое, что нужно знать. Второе, что все-таки это страна НАТО. И все-таки не самая первая, и все-таки не самая конфликтная. И можно много говорить чего, что кто-то будет куда-то уезжать. Посмотрите все мои другие видео про Болгарию, про сравнение Болгарии с другими странами. Там уже все это рассказано, чтобы я не повторялся. И получается, что основная фишка, что это страна, у которой недвижимость была недооценена. И сейчас у нее рост он уже, и так фантастический рост, там где-то на 25%, по-моему, выросла за прошлый год недвижка. Опять-таки, я ж не статист, но так я то, что читаю, там сказано, что прошлый, 25-й год, 25% рост недвижки. Но это еще тоже не переоценено. Но мне пишут люди: Артур, не могу продать квартиру за 80 тысяч. Есть один у меня такой человек. Он обращается ко мне, но так как он продает, скрины неправильно скидывать, но конкретно про этого человека, то он никогда, по-моему, эту недвижку не продаст. Жаба, зависть, манипулятор, ведет себя некорректно. Когда клиента мы ему нашли, с Леной нашли ему клиента, он начал цену повышать. Потом мы ему сказали, типа, ты что, на приколе, что ли? Вот, после этого, говорит, вы меня неправильно поняли, ладно, хорошо, 80, а не 85. После этого какой-то пришел, строитель, показывать, квартиру лепили на перепродажу, такая конченая вообще. В такой локации, понятное дело, что есть объекты в недвижимости в Болгарии, официально я вам подтверждаю это, которые, мягко говоря, нахер никому не нужны. И этим людям напарили эту недвижку, не буду говорить кто, и теперь они не знают, куда деться. Чтобы вы просто понимали, что я пришел в тупик. Ну ладно, идем назад. Вот, напарили им эту недвижку. Они решили, что они мамкины инвестора все, что вот сейчас зайдем, сделаем быстренько ремонт и флипанем. Вот. И они не могут продать, и, скорее всего, будут долго еще продавать.
Поэтому как бы, я считаю, что такие моменты имеют место быть. То есть я не говорю, что такого нет. Но это же не проблема рынка. Это проблема человека, жадности, глупости. Потому что если бы он бы ко мне пришел, говорит, скинул бы мне, заплатил за консультацию, как, ну, все как положено. Вот, и сказал бы: Артур, вот, давай разберем объект, локацию и так далее. Особенно я бываю в Болгарии. Вот, давай разберем, пожалуйста. Я бы ему сказал: здесь не брать. Все. Человек сразу сэкономил себе кучу времени жизни. Так, двигаемся дальше. Что я хочу вам сказать про страны, которые вам, ну, не очень понравятся. Вам это может не понравиться. Страны, может быть, вам и нравятся, но вам это может не понравиться. Это Испания, Италия, Франция, туда же Германия, Голландия, Бельгия. И вам это может, еще раз повторю, не понравиться. Но мое наблюдение, что все-таки конфликты, напряжение и негатив может накапливаться. Наверное, в Испании чуть-чуть меньше. Опять-таки тоже от района к району. Я не говорю про сейчас или про завтра. Я говорю в ближайшей, там, даже не ближайшей, среднесрочной перспективе. Почему? Потому что все-таки количество иммигрантов различных, которые приезжают туда и меняют культуру страны, демографию страны, навязывают свои манеры поведения, некоторое отвратительное поведение и так далее, что в некоторых регионах этих стран уже наблюдается, ну, такая серьезная напряженность. Опять-таки, есть такая тема, что некоторые люди, там мне мои подписчики, то есть это же как бы мой канал, он собирает статистику. Некоторые подписчики пишут: а у нас тут вообще ничего не слышно о том, о чем вы говорите. И под этим же комментарием следующий человек пишет: а у нас полная жопа, и тут какие-то там марокканцы или сирийцы, короче, грабят целые районы. Или там, не знаю, в Германии что-то там режут колеса, полицейским машинам разбивают стекла. А другой человек говорит: я не знаю, где вы это нашли, в нашей деревне ничего такого нет. Я вам больше скажу. В той деревне, где я продал дом, три дома, тоже ничего такого не было. Но вот в этом году кто-то влазил в дом моей знакомой, хорошей знакомой. Не знакомый, а конкретно я знаю ее по имени, ее детей, ее мужа. То есть это конкретный человек, с которым мой ребенок играл. Ну, не с ней, а с ее ребенком мой ребенок играл. К ней лезли фомкой, пытались выломать замок, но у них два замка, не получилось выломать замок, бросили и ушли. Слава богу, ни детей, ни ее не было дома. Все обошлось без нервов и всего остального. Полиция никого искать здесь не будет. Вот. Хотя в том районе могут и искать, потому что там мэру сообщили. Ну, в общем, там, может быть, мэр повлияет на полицию, и, может быть, что-то там произойдет. Но, опять-таки, ну, не буду здесь искать, короче. А даже если будут, то ничего никого не найдут. А представьте себе, когда это сотни тысяч, десятки, сотни тысяч различных этнических групп с оружием и так далее. Ну, мне кажется, что это не очень прикольно. Хотя разговаривал с Катей Туликовой, юрист по Испании. Ее муж совладелец инвестиционного фонда в Мадриде. Вот. Нужные люди, если что, в Испании. Она юрист по иммиграции и по недвижимости. Вот. И в Испании. Вот. И получается, что она говорит, что на сегодняшний день из-за ограниченного количества предложения недвижимости в Мадриде, они в Валенсии проинвестировали в недвижку. Сейчас переводят ее в коммерческое использование для букинга. Она всем этим занимается сама. Вот. То у нее там 10 заявок от мексиканцев на дешевые квартиры, 20 заявок от богатых мексиканцев на дорогие квартиры.
Почему? Потому что количество адекватных ликвидных объектов очень мало, поэтому разбирают все, сносят просто. Вот прям все сносят. Все, что есть, все разбирают. Поэтому, если, например, говорить про какую-то временную инвестицию для перекидки, ну, я не рассматриваю, объясню почему. Налоги. Вы же должны учитывать налоги. То есть налог на покупку, налог на продажу с прибыли и так далее, и так далее. То есть, как бы, резидент какой вы страны, что вы можете списать, что вы не можете списать. Поэтому тоже, то есть купить сегодня квартиру в Европе, в той же самой Германии, все еще пока дорого, но продав ее, ты заплатишь конские налоги. А если, не дай бог, дойдет до наследства, то не факт, что у ваших детей будут деньги, чтобы вступить в это наследство. Поэтому, конечно же, выбирать нужно страны. Об этом у меня в телеграм-канале. Выбирать нужно страны. Так, на солнышко. Нужно страны, понимая ситуацию с недвижкой. А для этого Португалия, Болгария и Таиланд – это топ. При том, что в Таиланде у меня право собственности будет на квартиру. То есть не freehold, не leasehold, а freehold. Плюс очень небольшой налог, плюс легальные инструменты оптимизации этого налога, плюс оплата, ну как, крипта, там это легально. То есть это легально. Здесь тоже в Португалии легально, поэтому если надо за крипту будет недвижимость купить, обращайтесь в Португалии. Вот. Но подтверждение нужно, все равно подтверждение нужно. То есть нельзя просто пойти к котлету левых денег, закинуть на крипту и сказать, что у тебя эта крипта легальная, и купить недвижку. В любом случае надо пройти KYC, все равно нужно пройти базовый набор проверки. Просто так ты не можешь завести от фонаря кучу кэша через крипту, там, неважно через что. Вот, поэтому Португалия с налогами хоть и кусается, но, по крайней мере, и наследство, и понижен налог на аренду на 10% при годовом контракте и с ценой до 2300-300 евро. То есть ты можешь сдать ее в аренду на год, недорогую квартиру, какую-то Т2, там Т2, может Т3, ну, недорогую какую-то квартиру, и вообще не вопрос. Налог на роскошь, у тебя здесь нет налога на роскошь, на пару 1 200 000, по-моему, начинается налог на роскошь. То есть потрясающие тоже. Опять-таки, и при этом, при всем, что вот такие помойники, о которых вы уже знали и видели, они стоят здесь по 200-300 тысяч, в зависимости от локации. И их практически нет, потому что земли мало. А вот, например, сделали, смотрите, вот видите, такой бизнес сделали, гринхаусы, сделали там домики такие, и там люди живут. Прямо вот пляж, вон, и вот тут здесь у них закрытый гринхаус, скорее всего, живут сотрудники, работники, и плюс, наверное, сдают еще посуточно. То есть есть много разных в Португалии схем. В Болгарии вообще 10% налог, поэтому для меня это топ. Итак, мы, в принципе, уже довольно-таки много проговорили. Про что я не буду говорить, потому что я не знаю и не понимаю, зачем нам об этом говорить. Это про Индию, про Китай. То есть я об этом не буду говорить, потому что для меня непонятно, как туда ехать, там жить, инвестировать, как становиться там резидентом, зачем это надо, непонятно. Я говорю сейчас про, правда, про понятный, правда, простите, пожалуйста, 3 раза правда. Я сейчас говорю про понятный мир для нас с вами. Я ж не думаю, что у меня в подписчиках китайцы или там, не знаю, кто еще, тайванцы. Вот, поэтому для нас с вами, я лично свои деньги на это ставлю. Если я не прав, ну, я об этом узнаю первый. Вот. Если вам нужно будет
выбрать правильную стратегию, то, пожалуйста, обращайтесь. Естественно, консультации платные. Вот. И здесь, в Португалии, я подбираю в полях своими руками. То есть проверяю, отсекаю там весь хлам и отсекаю то, что связано с юридическими проблемами, потому что я работаю с независимым адвокатом. Важно это понимать, почему я произнес независимый адвокат. Потому что в Португалии очень много адвокатов и нотариусов зависят от риэлторов. И меня один знакомый пытался поиметь со своим нотариусом. И они там как-то там договорились между собой. Я не знаю, что они о чем договорились. И пытались мне продать автосалон с паркоместами, которые были в залоге у банка, в кредитной спилке, в кредитном учреждении. Вот. Но это, короче, не очень приятный кейс был. Но, естественно, я все проанализировал, документы все проверил сам. А потом с адвокатом мы проверили все и приняли решение, что это скам, покупать такое нельзя. Это проблема. А нотариус был готов на следующий день регистрировать эту сделку. Я не знаю, на что они рассчитывают. Это полное безумие поставлять свою лицензию. Но, наверное, они знают, почему они это делают, и остаются безнаказанными. Поэтому Португалия хоть и Европа, но надо все проверять. Да вообще везде надо все проверять. Вот. То есть в Португалии здесь я лично работаю, здесь на месте, сам осматриваю все, сам проверяю, пытаюсь найти для своих клиентов, как и для себя. То есть у меня мышление инвестора, а не риэлтора. Поэтому я смотрю те объекты, которые инвестиционно привлекательные. И моя задача именно вот это найти. Потому что вот off-market это самое топовое. Это когда ты можешь, вот как я все свои 3 дома там купил в деревне off-market. То есть их нигде в продаже не было. То есть потому что у меня есть уже связи с некоторыми риэлторами. Я сейчас сеть эту развиваю каждый день. То есть помимо того, что я видео записываю, помимо того, что там живу, каждый день я с кем-то знакомлюсь, с кем-то развиваю сеть, для того, чтобы, когда у меня есть заявка на подбор недвижимости от клиента, я рассылал, как-то идентично с машинами. У меня вот по машинам 22 партнера. Вот один в один система. У меня есть подбор машины, 30 тысяч BMW или 15 тысяч там японец на автомате с пробегом до 80 тысяч. Я заявочки раскидываю всем партнерам, и партнеры, как только им появляется обмен или какой-то off-market вариант, они сразу мне звонят: Артур, у нас есть объект, который ты ищешь, и мы сразу закрываем сделку. Эта квартира никогда, машина или квартира, ну, видите, я заговариваюсь, то есть машина, квартира не имеет значения, потому что подбор, он и в Африке подбор. Принцип один и тот же, просто немножко разные механизмы, опять-таки, юридическая проверка и там, техническая проверка и там. То есть, поэтому вы поняли. И получается, в чем прикол еще, что, например, не все понимают это. У меня есть отдельное видео об этом. Но когда вы покупаете и ищете объявления просто на сайтах, когда вы ищете объявления через агентство, через агентство, которое уже анонсировано, да, объявление, объявление уже есть, то, как правило, там уже идет достаточно серьезная наценка. То есть наценка – это обещание агента продать дороже. То есть, чтобы давай, я тебе продам дороже. Не вот эти вот там 90 других риэлторов, а я тебе буду продавать и продам тебе не за 200, а за 300. Не за 300, а за 330 или 340 продам тебе. То есть получается, что продавец хотел вроде бы 300, а он уже приклеил 340 обещаний, 40 обещаний, чтобы именно ему эксклюзив отдали. Ну и плюс там 5% комиссии риэлтора, которые, кстати говоря, иногда мы делим с ним, поэтому мои услуги клиенту иногда обходятся практически в ноль. То есть тут, все зависит от ситуации. Вот. И следующее, что люди не понимают, это называется переход хода. Что такое переход хода? Это когда приходит продавец дома,
к своему знакомому риэлтору и говорит: Артур, типа, у меня есть дом, хочу продать его, хочу там, не знаю, 1 000 000. Я такой: о, подожди, так у меня же есть вот клиент на твой дом. И быстрая сделка, называется переход хода. Соответственно, за то, что это все очень быстро и легко происходит, нету рекламы, услуг, всего вот этого, да, целой этой махины всей, вот, то обычно эти сделки самые выгодные. Но это надо понимать. И даже если там в сделке два агента, например, агент продавца и агент покупателя. Агент продавца и покупателя, понимая, что сделка будет быстрой, не накручивают, никаких обещаний не дают. Они, знаете, что говорят? Они говорят: мне не нужен никакой эксклюзив. Но это только профессионалы понимают, что я сейчас рассказываю. Типа, мне эксклюзив не надо, у меня уже клиент вон есть. Просто мы сделку закрываем вот через день, условно, да. Все, вот сейчас я покажу ему, не надо никаких обещаний, никаких контрактов, договоров, ничего не надо подписывать. Я прямо тебе сейчас приведу вот покупателя. Вот, там 200, 300, сколько ты хочешь? 300. Окей, 300, хорошо, все. Вот там, типа, 5% комиссия, 300, вот, закрываем сделку. Ну, понятное дело, что, ну, все соглашаются на такое. Это называется переход хода. Это самое правильное вообще, как должны проходить сделки выгодные. Риэлторы обычные вам этого не расскажут. Они даже на самом деле, многие не умеют так работать. И финализирую просто сегодняшнее видео для того, чтобы вам было понятно, для вас лично, чтобы вы все были как в безопасности, да, такой, что и просто мысль хочу как это, дотянуть, завершить мысль. Вот. У них нет здесь выходных и этих, как они называются, кризиса. У них здесь веселье в Португалии. Да и в Испании, в принципе, тоже. Еще важно выбирать локацию не только как страна, но и от города к городу могут быть проблемы. Даже в военном конфликте. О чем я говорю? Смотрите. Украина, Донецк. Несчастье. Это реальное несчастье. Ну и не только Донецк. И Украина, Львов. Например, Камбоджа, Таиланд, например, там Канчанабури какой-то, да? Это я еще не придумал название, это реально там есть район Канчанабури. Вот. И, например, Пхукет, где до Пхукета просто, я не знаю, что должно произойти, чтобы что-то произошло там на Пхукете. Например, есть Алкашет с военным аэропортом и базой. Вот. И есть Капарика, где вон поля и практически ничего нет. Здесь и океан с рыбой. Как бы поэтому, да, есть, конечно, приколы, которых мы можем с вами не знать. Где-то спрятанная какая-то база или еще что-нибудь. Вот. Но в основном ты четко понимаешь, чтобы на сегодняшний день, покупая недвижку, ты должен покупать недвижку, где нет той инфраструктуры, по которой могут бить. Промышленные, например, нефтяные, промышленные, электрические и так далее. Ну и желательно, конечно, смотреть там, где есть у тебя свой огород. Ну вот здесь есть свой огород. И мы как резиденты, в принципе, вот видите, это все вот огороды. Это все огороды. И такой ветер, что просто трындец. Сдувает. И получается, что все-таки смотреть еще в сторону, там где есть вода. То есть я тоже смотрю, вот допустим, есть здесь своя станция воды, да. И, например, я знаю, где артезианка здесь, например, есть. Ну, я не такой завернутый на эту тему, но я просто говорю для тех, у кого невроз. Но когда я выбираю сейчас недвижку, ну, я реально тоже на это смотрю, честно скажу. Я не буду говорить, что я там такой весь терминатор какой-то, судья Дред какой-то. Нет, я понимаю, что, ну да, все что угодно могут быть риски. Поэтому надо брать там, где максимальная отдаленность от всех этих, может быть, конфликтов, даже в рамках какой-то определенной страны. Плюс Португалия всегда была точкой, отправной точкой, транзитной страной
для всей Европы по релокации в Америку. Как я слово подобрала. По релокации в Америку во время Второй мировой. Вот. И на самом-то деле многое значит. Если мы говорим, например, про Святой Влас, то, соответственно, там Солнечный берег, Святой Влас, заповедник, гора и море. Ну, как бы и ловить там особенно нечего, вот честно скажу. А уже Варна-Бургас – это совсем уже другое. Поэтому вот такие вот у меня мысли. Кому-то они могут понравиться, кому-то они могут не понравиться. Но надеюсь, что видео было полезным. Потому что не только я тут погулял, но еще и дал вам пользу. Для того, чтобы у вас могла сложиться какая-то своя картинка. И главное, вот не бояться. Потому что, сейчас скажу, как в конце все говорят, Артур, особенно в конце было классно. Скажу от сердца искренне из своего опыта. Когда человек в неврозе, он поддается FOMO. Fear of losing страх. Короче, FOMO это жаба. По-нашему жаба. Страх упустить возможности. Чтобы было понятно, без этих модных слов. Жаба. Страх – жаба. Почему? Потому что когда страх, человек неадекватный. Когда человек учится, образовывается, берет платные консультации, у него есть чек-листы, профессиональные чек-листы, а не скачанные от непонятно кого, от блогера какого-то. Вот я своими чек-листами сам пользуюсь. По выбору страны, локации, объекта, документов. У меня это все. Вы в Инстаграм подписывайтесь и присылайте. Обязательное условие быть подписанным на Инстаграм. Кстати, на YouTube тоже подпишитесь, потому что мне это очень ценно. На самом-то деле, если бы вы бы не подписывались, у меня бы не было бы фидбэка от вас, что это видео вообще вам надо, эти видео, и чтобы их вообще записывать. Потому что, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, монетизация YouTube, она не приносит денег. То есть я не живу с монетизацией YouTube. Вот. А если вы ставите лайк, это реально мотивирует. То есть это же не просто какие-то слова. Меня это мотивирует, меня это реально мотивирует. Я вижу, людям это надо. Эта тема людям надо. Все, тогда я там дальше исследую, анализирую, думаю, что для вас записать, чтобы вам было лучше, жилось лучше. Вот. А если вы ничего не ставите, не подписываетесь, я думаю, никому это нафиг не надо, то я ничего записывать не буду. Вот. Поэтому, когда вы спокойные, когда вы взвешенные, умеренные, размеренные, то тогда вы купите правильный объект. Ну и обязательно подготовиться надо. У меня в Телеграме есть чек-листы, как подготовиться, например, на покупку в Португалии. Потому что вы не можете, сегодня я решил купить в Португалии, а завтра я уже покупаю квартиру в Португалии. У вас должен быть НИФ, документы и так далее, подтверждение дохода, деньги на банковском счету, чтобы перевести можно было. В общем, спасибо всем, кто был со мной. И остаемся на связи. До новых встреч. Всем пока.